Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим жареные пирожки с капустой. Эти пирожки нравятся всем, поэтому и название такое – пирожки, которые нравятся всем. Что нам понадобится? Для начинки 3 средних луковицы, 1 морковь, небольшой пучок укропа, 400 грамм капусты. Для теста возьмем 100 грамм масла, можно заменить маргарином, 2 яйца, 140 миллилитров или половина стакана кефира. Вот у меня такой стакан муки, здесь 200 грамм. Понадобится 2 таких стакана. Еще нам понадобится 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соды и щепотка соли, 2 яйца. Итак, приступим. Сначала измельчим овощи. Я натру на терке морковь, лук и капусту нашинкую и отправлю все это жариться на сковородку. Шинкую овощи. Луковицу разрезаю пополам и нарезаю мелким кубиком. Капусту шинкую мелкой соломкой. Теперь обжарю на растительном масле лук и морковь. Перемешаю. Добавлю укроп. И теперь очередь капусты. Все тщательно нужно перемешать и закрыть крышкой. Капусту тушим до мягкости на небольшом огне. В самом конце тушения нужно добавить соль и перец и все тщательно перемешать. Друзья, воду мы не добавляем дополнительно, только сок капусты. Теперь закрою крышкой и дам капусте упариться. Капуста готова, и теперь я ее переложу в отдельную тарелочку, чтобы она остыла. Пока капуста остывает, займусь тестом. В миску положу сливочное масло и растоплю его в микроволновой печи. В еще горячее масло добавляю полстакана кефира, 1 чайную ложку соды и 1 столовую ложку сахара. Все хорошенько вымешаю венчиком. Теперь вобью 2 яйца. Размешаю. И в самую последнюю очередь добавляю 2 стакана муки и замешиваю тесто. Друзья, тесто получается очень мягким и податливым. Оно не липнет ни к рукам, ни к поверхности стола. Теперь я его выложу в ту же мисочку, в которой замешивала, укрою полиэтиленовым пакетом и дам ему настояться минут 30. Тесто выкладываю на стол, немножко его подкатываю и делю на 2 половинки. Каждую половинку затем разделяю вдоль еще на 2 половинки. И 1/4 часть теста я делю на 4 кусочка. Таким образом у нас получается 16 пирожков. Каждый кусочек теста нужно подкатать в шарик. Шарик разминаем на столе в круглую лепешку. Я ее беру в руку, переворачиваю вверх дном и выкладываю в центр начинку.
Теперь нужно защипать края. Но, друзья, поскольку тесто у нас жирное, оно у нас очень сдобное, края плохо защипываются. И если вот такое происходит, нужно воспользоваться мукой. Окунув пальчики в муку, защипываете края. Получается вот такой красивый пирожок. Пирожки выкладываю на разогретую с маслом сковороду и буду жарить их с 4 сторон на среднем огне. Друзья, огонь нельзя увеличивать, потому что зарумянится корочка, а внутри пирожки останутся сырыми. Вот таким образом я обжариваю пирожки с 4 сторон. Друзья, я советую всем приготовить такие пирожки, потому что именно тесто делает их такими вкусными. Тесто как будто сдобное, как будто песочное. И в сочетании с капустной начинкой это нечто невероятное. Ну, а я, как всегда, приглашаю вас подписаться на мой канал, нажать на колокольчик уведомлений, поставить лайк, если понравилось видео. Посмотрите, вот сейчас я разломаю пирожок, посмотрите, какой он, ну это просто чудо. Хорошо прожарился, начинка супер, он настолько вкусный, что вот просто слюнки текут. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, всем вам желаю здоровья и успехов.